Всем привет! Сегодня пойдем по деликатесам, а вернее сравним их. Сравнивать будем моллюсков, устриц и мидий. Поедаются они по-разному, поэтому будем пробовать двумя способами. В сыром виде и запеченном. По нашей традиции заранее ставим лайки и подписываемся, если еще не подписаны. Поехали! Компания Gipfel – один из ведущих мировых производителей качественной экологичной посуды и аксессуаров для кухни. Имеет представительство в 40 странах. На российском рынке она появилась в 1997 году. Посуда проектируется в Германии в собственном дизайнерском бюро. При покупке по промокоду Ванзай Gipfel дарит всем покупателям подарки до конца марта. Ссылки на интернет-магазины России и Украины в описании. Делайте покупки и получайте подарки. Как оказалось, устрицы мало где продаются, а они нам нужны живыми. Поэтому покупаем сразу из аквариума. Живых мидий найти не удалось, поэтому купили замороженные. Также купим сливочный сыр типа Филадельфии, майонез максимальной жирности, которую только найдете, моцареллу, лимон и чеснок. В сумме килограмм мидий стоил 205 гривен, это 500 рублей, а устрицы стоили 840, это 2000 рублей. Всего за 5 устриц. У нас они 100% свежие. Но если вы сомневаетесь в свежести своих устриц, то прямо в магазине понюхайте их в вот этом месте. Должно просто пахнуть морем. Итак, как же открыть устрицу? В это же место засовываем нож и пытаемся открыть. Ключевое слово «пытаемся». У нас не получилось. Через 10 минут мучения мы решили использовать отвертку. И это дало свои плоды. Дальше доделаем ножом. Самое главное, следите за тем, чтобы ракушка не крошилась. Иначе вместо устрицы будете потом есть осколки. Открываем крышку и досрезаем с нее мясо. Если вы хотите еще раз убедиться, что устрица жива, просто дотроньтесь к вот этому темному краю, и она должна стянуться. Также подрезаем ее снизу. Устрица готова, теперь мидии. Сейчас они заморожены, поэтому размораживаем. И оказалось, что мидия не сырая, а немного подварена. Ладно, снимаем мясо и срезаем ногу с панциря. Также на самой мидии я решил срезать пищевую систему. И мне интересно, почему устриц принято есть живыми, а мидий нет? Ведь и те моллюски питаются фитопланктоном, в чем разница? Кто знает на это ответ, пишите в комментарии. Остается только разрезать лимон и выдавить сок в каждую раковину. Можно пробовать. Начнем с устрицы. Сначала ты чувствуешь приятный морской вкус примерно 2-3 секунды, а потом становится очень невкусно. По ощущениям, как будто я съел сырую рыбу, причем не лосося, а какого-то речного карася. На самом деле за кадром я все это выплюнул. И у меня возникает еще один вопрос к людям, которые едят устриц. Вам это реально нравится или вы просто делаете вид? В общем, устрицы явно не мое, пробуем мидию. И мидия, которая стоит раз в 10 дешевле устрицы, оказалась вкуснее даже в сыром виде. Теперь приготовим запеченные устрицы и мидии. У всех мидий обрезаем ногу. И если снаружи они грязные или на них есть водоросли, то снимаем их обратной стороной ножа. Промываем. Также хорошо осмотрите внутри мидии. Там могут быть водоросли, которые нужно убрать. Последнее, что нужно сделать, это отжать лишнюю жидкость. Устрицы просто открываем. Переходим к приготовлению сырной массы, которая будет покрывать наших моллюсков. Раздавливаем пару зубчиков чеснока, очищаем и очень мелко нарезаем. Хотя легче использовать чесночницу. Пересыпаем в миску. Открываем моцареллу, разрываем на волокна и мелко нарезаем ножом. Тоже пересыпаем в миску. Я добавил много моцареллы, и это не очень хорошо, дальше узнаете почему. Также нужен максимально жирный майонез. Я добавил пару столовых ложек, вы добавляйте больше. Филадельфия 1,5 столовых ложки. Паприка для цвета, соль и перец. Замешиваем до однородной массы. Теперь просто берем мидию и внутренней стороной столовой ложки наносим нашу массу. Устрицу наполняем внешней стороной ложки. Вот все то же самое повторяем с остальными. Отправляем противень в духовку при 220 градусах. И ждем, пока на мидиях не появится корка. К сожалению, часть мидии расплылась. Поэтому запомните, больше мазика, меньше сыра. Ладно, открываем терияки соус и капаем им на устрицу. Посыпаем кунжутом, подцепляем вилкой и пробуем. Да, в таком виде это можно есть. Стало раз в 10 вкуснее. Теперь мидия тоже поливаем терияки. Посыпаем кунжутом и пробуем, просто слизывая с раковины. И эти мидии оказались просто самыми вкусными, которые я когда-либо ел. До этого я их ел и в жареном виде, и в тушеном, но именно запеченная мидия самая вкусная. И это 100% стоит своих денег. Что касается устриц. Одна устрица стоит 300 рублей. Она менее вкусная в запеченном виде и для меня отвратительная в сыром. Как по мне, свою стоимость она не оправдывает даже близко. Пишите в комментариях, какие деликатесы можно еще сравнить. И давайте на этом видео наберем 100 000 лайков.
Также подписывайтесь на канал и на инстаграм. Всем пока!